Анна всю свою жизнь просто обожала цветы. С раннего детства она чувствовала особую связь с растениями, казалось, что им она может довериться больше, чем людям. В то время как у ее подружек были обычные домашние питомцы-котики, собачки, хомячки или рыбки, у Анны был кактус. Не просто растение, а настоящий друг и спутник, которого она назвала Филиппом. Хотя доподлинно никто не знал, откликался ли кактус на свое имя, Анна была уверена, что он понимает ее. Она часто замечала, что Филипп слегка поворачивал свое основание от окна к двери, когда она возвращалась домой и здоровалась с ним. Это был их маленький, но очень трогательный секрет. Любовь к цветам и растениям сопровождала Анну всю жизнь. Она была обычной девочкой, а потом девушкой и молодой женщиной, но цветы оставались для нее источником вдохновения и радости. Когда она выросла и стала самостоятельной, Анна решила открыть собственный бизнес, маленький цветочный магазинчик в своем городке. Ее ларек отличался не только качественными цветами, но и внимательным, теплым отношением к покупателям. Именно поэтому многие приходили именно к ней. Казалось, что букеты, купленные у Анны, пахнут ароматнее и стоят дольше, а сама атмосфера была наполнена светом и заботой. Анна мечтала расшириться и открыть второй магазин, для чего усердно копила деньги. Когда накопилась достаточная сумма, она сняла всю сумму в банке, чтобы сразу же оформить сделку и сделать ремонт в новом помещении. В тот вечер, готовясь к визиту представителей цветочной фирмы, которые должны были обсудить с ней новые крупные поставки, она задержалась в ларьке допоздна. Все должно было быть идеально. Внезапно в магазин вошли 4 человека в черных кожаных куртках и солнцезащитных очках. Несмотря на поздний час, они выглядели уверенно и опасно. Анна сразу поняла, что это не случайные посетители. Она стояла спиной к двери и поправляла украшения на задней полке, когда услышала хлопок двери и холодный голос: «Мы уже закрыты». Не оборачиваясь, она подумала, что кто-то забыл закрыть дверь, и решила все же обслужить посетителя. Но когда обернулась, то была ошарашена, перед ней стояли бандиты. Один из них ухватил Анну за горло и стал требовать деньги, которые она только что сняла в банке. Девушка попыталась вести себя спокойно, но в душе билась сильная тревога. Она вспомнила странное письмо с угрозами не расширять бизнес, которое решила проигнорировать. Теперь угроза стала явью. Несмотря на страх, Анна отказалась отдавать деньги. Она говорила твердо, и как будто не сама кто-то силой вселился в нее, придавая ей смелость. В ответ на отказ бандиты схватили ее и затолкали в машину. Ее привезли на конюшню, место, куда она раньше не ходила и не думала, что окажется там в таком положении. Один из мужчин предложил развлечься с жеребцом, огромным и сильным животным, словно угрожая. Анна испугалась, но жеребец почуял ее запах цветов, который отличался от вонючего и грязного запаха мужчин. Конь подошел к девушке, обнюхал ее и неожиданно отвернулся от бандитов. Затем с разбегу перепрыгнул через забор и начал яростно топтать нападавших своими копытами. Мужчины кричали и пытались убежать, а Анна увидела шанс бежать. Она перелезла через забор и села в машину. Хотя прав у нее не было, отец научил ее хорошо водить, и сейчас скорость и азарт не оставляли места страху. На следующий день Анна пришла в свой ларек и увидела опустошение. Все было разрушено, разбиты полки и выброшены цветы. Казалось, что все ее труды и мечты уничтожены. Но среди этого хаоса, как символ надежды, стоял Филипп, ее кактус с острыми, почти 3-сантиметровыми шипами. Никто из грабителей не рискнул дотронуться до него. Под кактусом она заметила дипломат с деньгами, именно ту сумму, которую искали бандиты. Филипп спас не только ее сердце, но и ее бизнес. Поняв это, Анна решила изменить свои планы. Она отказалась от покупки второго магазина и вместо этого выкупила конюшню, где жил жеребец и ее спаситель. Так любовь к растениям и животным стала для нее не просто хобби, а настоящей защитой и опорой в трудные времена.